Как же мне везет, я дважды слышу это вот так. Я сама себя испугалась. Боже мой. Вот теперь у меня мурашки. У меня синдром дефицита внимания и гиперактивность. Просто татуировок было меньше, а так все было так же. Все мои подружки были микроволновками, да, как бы. Вот. Да. Ладно, я скажу об этом вслух. Я обычно говорю это за кадром. Мало кто знает, насколько я закомплексованный и неуверенный в себе человек. Так и говорили, что... Да. Ну, Голицыну возьмут, Вот. что там... Но это бывает очень редко, на самом деле. Ловите момент. Ё-моё, реально эксклюзив. Я не знаю, войдет ли это... Ну, мне лично интересно задать этот вопрос. Просто у них спросите, какая я мать. Вот эта реакция твоя на хейт, Я совсем другая, и эту другую я очень редко кому показываю. обижает ли тебя общество? Седая девочка в пижамке. Знаешь, одна вещь, которую я, наверное, с нее я хотела бы начать, это твой патриотизм, во-первых, да. Я не так давно из одного из интервью, кстати, узнала, что как ты вообще попала в Израиль. Вот это как раз была для меня новинка, что ты была учительницей в Ульпане и попала сюда, в принципе, по программе, да? Расскажи, как ты здесь оказалась? Это не совсем по программе, это, ты знаешь, это такое все стечение обстоятельств, которое ты воспринимаешь, как вот, значит, оно так было нужно. Я, когда училась в еврейской религиозной школе, закончила ее, и учитывая, что семья у меня, отнюдь не богатая была, а это период, конец 90-х, когда поступление туда, куда ты хочешь поступить, это сопряжено с большими расходами, потому что без денег, да, нам так и сказали, я очень хотела поступить в наше культпросвет-училище на отделение эстрадного вокала. И мне тогда сказали, знаешь, перефразируя КВНщиков, мою любимую, кстати, Аню Розину, это вот была одна из миниатюр, по которой я ее помню, что на детском утреннике, да, Дед Мороз со Снегурочкой говорят, значит, сейчас все дети будут рассказывать стишки, а победит тот, кто принесет штопор. Вот, так и мне после прослушивания сказали, ты можешь быть 7 пядей во лбу, но на место придет тот, кто заплатит деньги. А денег у семьи не было. И я поняла, что я не поступлю сейчас, и надо было искать работу. Я только закончила школу, образования еще никакого. Куда идти искать работу? И тут я понимаю, что у меня есть инструмент, которым я могу воспользоваться, иврит. И я, как-то, знаешь, на всякий случай решила зайти в Сахнут. Я зашла в Сахнут, и мне сказали, о, классно, молодая, мне сколько тогда было, около 18 лет, тебя давай возьмем, ты будешь учить на Олешников. Ты будешь учить ивриту на Олешников, ты с ними быстрее найдешь общий язык. И вот так вот я осталась в Сахнуте, и несколько лет там проработала. Я считаю, что Сахнут – это лучшее рекламное агентство, которое только может быть. И в итоге они меня, кроме того, что я сама заболела Израилем, они меня соблазнили ехать сюда. Да? Они, считай, меня уломали. И я, собственно, решила, что все, я еду. Плюс я зацепилась за мысль о том, что я очень хочу служить в армии. Мне всегда это было близко, оружие какие-то, там боевые искусства, там еще чего-то. Я очень хотела карьеру в форме. Я очень хотела карьеру в погонах. Да? Я прям мечтала. Да? Да, полицейской, там, сначала в армию, потом в полицию. У меня был план. Но Израиль – это такая удивительная страна, которая, здесь мы же очень близко к Всевышнему, как к Вселенной. Опять же, кто во что верит, да? Но мы здесь близко к центру этой вот силы большой. И тут были свои планы. То есть там посмеялись и сказали, ага, давай ты как-то по-другому будешь жить. И все. При этом карьера обломалась в погонах, не взяли меня в армию. Старенькая, сказали. А сколько тебе, получается, было? Мне было 19 лет, когда я приехала. А до 18, да, тогда? Тогда до 17 лет репатрианты были военно обязаны, остальные добровольцами могли призваться. И я настолько их напугала своим адским желанием, просто я там 3 месяца на призывные пункты, в Лишкат Гиюс ходила как на работу, да, потом и просилась, возьмите меня, я очень хочу, я очень хочу. Я их, видимо, этим напугала, и они меня в итоге не взяли. Собственно, и поэтому карьера пошла развиваться совсем по-другому. А откуда вообще изначально был иврит? Ты говоришь, что... Еврейская религиозная школа в Одессе. То есть там ты училась, и там Да. там такой был хороший иврит, что... Так, а у тебя выбора не было. У нас преподаватели по ивриту и традициям, да, они были все израильтянами. И нам в самом начале, в первый год, когда только открыли женскую школу, нам первые 3 месяца дали переводчиков, а потом сказали, что через 3 месяца переводчиков не будет, а экзамены сдавать надо. Поэтому хочешь, не хочешь, а учишь, да, начинаешь разговаривать. И плюс это ежедневное общение с ними.
Потому что, иврит традиции, у нас уроков было в день не как в обычной школе. У нас было, почему у нас парами были, у нас сначала пара иврита, потом пара традиций, потом еще начиналось 3-4 пары общеобразовательных предметов. То есть и все эти преподаватели, они же меняются по классам, они целый день находились там, в школе. Ты волей-неволей с ними сталкиваешься, и с ними нужно общаться. Поэтому иврит я выучил достаточно быстро. Это, конечно, не тот иврит, на котором я разговариваю здесь сейчас, но для того, чтобы обучать на Олешников перед поездкой сюда или просто взрослых людей, как потом у меня были группы, этого вполне хватало. И для того, чтобы приехать сюда уже уверенно себя чувствовать, да? Ты уже владеешь языком, можешь общаться. Да, конечно, было очень много слов, которые я не знала, потому что в той жизни они мне не нужны. Но, естественно, когда у тебя есть база, ты уже быстрее это схватываешь. Самое смешное, что первые 4 года жизни в Израиле я напрочь иврит забыла. Я попала в абсолютно русскую среду. По-моему, сейчас то же самое, нет? Нет, сейчас я больше общаюсь на иврите, честно говоря, чем это было раньше. Но все равно первые 4 года, я помню, я напрочь забыла иврит, потому что, реально у меня вообще не было с кем общаться на иврите. Я разговаривал в основном с русскими по-русски. И все, оно начало вылетать. Просто вылетать. Насколько я знаю, всю твою карьеру именно медийную, она вся такие русскоязычные точки. По большому счету, да. Слушай, в любом случае, как бы я ни знала иврит, все равно русский язык, он у меня родной, он у меня мощнее, лучше, я гораздо красивее могу объяснить себя, да, более витиевато, или в зависимости от обстановки, теми или иными терминами, я, конечно, лучше могу объяснить себя и свою мысль по-русски. И песни я пишу по-русски, да, иногда по-английски, но очень редко, но в основном по-русски. Поэтому я связывала свою карьеру с русскоязычными медиа. Я помню этот момент, когда я услышала, кто-то задал вопрос тебе про Израиль, и ты сказала, во-первых, я очень люблю эту страну. Это определяющее. Это определяющее. Я очень люблю эту страну. Опять же, давайте не будем смешивать какие-то политические перипетии. То, что я хотела сказать. Я никогда не слышу от тебя каких-то политических заявлений. Они у меня есть, да. Они есть у меня, эти политические заявления. Были, во всяком случае. Но, опять же, когда ты работаешь на радио, ты задаешь какие-то политические вопросы, во-первых, тебе нужно шоу. Угу. Чтобы тебя слушали, нужно шоу. Во-вторых, чем пламеннее твоя речь, тем, скажем, активнее хейтеры. Или, наоборот, тем активнее поддержка. Соответственно, относительно правительства у меня всегда есть свое мнение по этому поводу, но я уже последние годы просто его не выражаю, потому что я не вижу в этом смысла никакого. Это приносит только раздор. В общем-то, люди ссорятся, люди разводятся из-за этого, да. Я предпочитаю тех людей, которые мне близки, и они для меня родные, с которыми я хочу продолжать как-то сосуществовать. И если у нас вдруг разные политические взгляды, вообще этой темы не касаться. Потому что мы все имеем право на свое мнение, и мы его выражаем потом на выборах, да, когда мы бросаем эту бумажечку. Собственно, есть огромное количество того и тем, да, о которых можно разговаривать и без политики. Но страну эту я очень люблю. Я могу ругать ее, я могу говорить, что здесь не так, и что все плохо, а потом говорить, что все хорошо. Но скажите кто-то другой, что в этой стране что-то не так, я вгрызаюсь просто в горло. Потому что это моя страна, это мой дом. И она офигенная. Она единственная в своем роде такая. Она единственное прибежище, да, для всех евреев. Она для нас создавалась. Мы столько крови пролили за то, чтобы у нас был этот клочок земли. Столько судеб покалеченных, чтобы был вот этот клочок земли. Если есть какая-то возможность поговорить с кем-то сомневающимся, я стараюсь объяснить, что такое Израиль, почему я его, с точки зрения того, почему я его люблю. И, собственно, с другой стороны, я его просто люблю. Спроси меня за что, я тебе назову кучу разных причин, но при этом в противовес назову еще кучу минусов. Но я все равно его люблю. И я помню, как я сама испугалась во время какой-то очередной военной операции, когда у меня вдруг закралась мысль, а не уехать ли куда-то. Я сама себя испугалась. Боже мой. Вот теперь у меня мурашки. Боже мой, это я? Не-не-не, я из тех, кто выключит свет, если что, да? Я никуда отсюда не собираюсь, не уеду, что бы ни происходило. Я хочу оставаться здесь. Потому что это мое место. По-русски я говорю, не по-русски я говорю. Я израильтянка. Я израильтянка, полностью лояльная, верная, любящая. Это мое место, это мой дом. И именно поэтому у меня на руке написано «Эйн ли эрец ахерет», чтобы все знали. Когда ты сделала? 14 октября 23 года, да. Вот, кстати, по поводу, ты затронула тему того, что ты можешь поговорить с кем угодно на какую угодно тему,
политическую, не политическую, еще одна вещь, которой я восхищаюсь в тебе, и я, кстати, часто упоминаю тебя как пример в разных разговорах, Лера может поговорить обо всем. Это настолько какой-то такой уровень эрудиции, находчивости, не знаю, и умения поддержать абсолютно любую тему. Новости ты вела, политические передачи ты вела, с людьми разными ты разговаривала, интервью у них брала. И это все было очень легко. Это все, тебя действительно можно посадить рядом с любым человеком, и ты будешь с ним вести беседу. Да, но опять же, это не значит, что у меня так много знаний. Да? Я не стесняюсь задавать вопросы. Это? Иногда беседа, она заключается в том, что в умении задать вопрос. Например, если я разговариваю с человеком о квантовой физике, в которой я не понимаю вообще ничего. Однако же есть какие-то моменты, которые где-то когда-то слышала, где-то когда-то читала. И если человек, рассказывая мне что-то, задевает эту тему, я могу сконцентрировать его и свое внимание на той теме, в которой я могу задать пару вопросов и не выглядеть дурой, да, или сказать какую-то фразу, в которой я даю человеку понять, что я что-то в этом понимаю. При этом, когда он дальше мне что-то объясняет, я учусь при этом, да, и оно дальше, в следующий раз, когда я буду разговаривать с кем-то о квантовой физике, да, как бы у меня уже будет еще какая-то дополнительная база знаний, да, которую можно ввернуть, тем самым показать, что здесь вот у меня какая-то база есть, и давай накручивать на нее что-то еще. Или можно воспользоваться совершенно потрясающей формулой, которую когда-то подсказал мне мой учитель физики в еврейской школе, потрясающий Григорий Борисович. Он на тот момент был преподавателем физики в педагогическом университете в Одесском, при этом он профессор и доктор наук. И он нам говорил, что если вы хотите показаться умным в какой-то беседе, отвечая на вопрос, можно сказать, определенно, наверное, я сказать не могу, но вполне возможно, что навряд ли. Да? Я запомню. Вот, а вы можете записать. Ты понимаешь? То есть я не всегда знаю то, о чем я говорю, но я умею спросить так, чтобы и самой обогатиться, и не показать это. Но мне не стыдно чего-то не знать. Это совершенно нормально, потому что все знать может только дурак. А мне очень нравится учиться. Мне очень нравится учиться, я все время пытаюсь что-то новое узнать. Мне настолько это нравится, что мне настолько не нравилось это в школе. И настолько же я обожаю это сейчас, когда узнаешь что-то новое, чему-то новому учишься. Это очень клево. Поэтому, собственно, я и могу поддержать беседу на любую тему, потому что я не боюсь чего-то не знать. Я помню еще такая, по-моему, есть история в твоей биографии, как ты попала на Первое радио. Это, по-моему, первое медийное место, да? Нет, это второе. Первое была пиратская радиостанция, «Радиодом» на севере, она была в Хадере. Да, это была первая радиостанция, куда я попала, и это было очень смешно. Я тогда записывала на кассеты свои эфиры, слушала дома, и был, бог ты мой, господи, кто может это слушать? Это у тебя, когда ты попала первый раз вообще, в принципе, вот в эту медийную атмосферу, без опыта, да? То есть без опыта, не обучаясь этому. Нет, я помню, кто-то сказал тебе, что язык у тебя подвешен, скорость мысли у тебя хорошая, реагировать ты можешь хорошо, говоришь хорошо. Угу, вперед. Откуда это все? Дикция? Это что-то природное? Видимо, скорость мысли, в конце концов. Видимо, слушай, скорость мысли, это я уже потом узнала, что это такое. Это, оказывается, диагноз. Да? У меня синдром дефицита внимания и гиперактивность. Но гиперактивность, она бывает двух видов. Есть гиперактивность, при которой ты не можешь сидеть на месте, ты все время двигаешься. А второй вид гиперактивности – это гиперактивность в голове. У меня нескончаемый поток мыслей в голове, очень быстрый. И если ты не успеваешь за ним... Он толковый. Ну, слава богу, повезло. Но при этом, знаешь, как говорят, как тебе объяснить, что такое СДВГ, да, что такое это вот гиперактивность? Это когда я начинаю тебе рассказывать о том, что я живу в аду, ой, белочка пробежала, да? И не факт, что я назад в эту тему уже могу вернуться. Поэтому я научилась за этими мыслями бежать. От этого и скорость речи. Потому что если я не успела договорить эту мысль и схватить следующий, все, я ее потеряла. Я буду мычать. Поэтому аддикция, ну, это, наверное, природная. Она всегда была. Не было какого-то периода, что ты обучалась чему-то? Нет. Потому что у тебя-то и актерское мастерство, ты в КВН была, ты и сыграть можешь, если нужно, да. Ну, оно, наверное, это все природное. Природа. Это все природное. Даже когда я вокалу хотела учиться, это тоже такая забавная история, когда я решила учиться петь. То есть есть голос, я им пользуюсь, но это такой инструмент, который, он очень многогранен, им тоже нужно уметь пользоваться всеми его гранями. А у меня, знаешь, такой крутой шуруповерт, а я пользуюсь одной отверткой. Да, а я очень хочу
хотела научиться, как этим пользоваться еще. И меня мама отвела в консерваторию на прослушивание в Одесскую. И я настолько переволновалась, что единственные звуки, которые я смогла издавать на этом прослушивании, были как в фильме «Веселые ребята». Там есть момент, когда героиня разбивает яйца об бюстик композитора и бьет их и пытается петь. Из нее выходит... Это те звуки, которые я смогла от волнения извлечь себя на этом прослушивании. Женщина, которая его принимала, посмотрела на мою маму и сказала: я, конечно, понимаю, что в каждой еврейской семье ребенок гений, но вашей девочке у нас тут делать нечего. И, собственно, несолоно хлебавши, я ушла оттуда, грустная. После чего, по-моему, через год был какой-то вокальный конкурс, какой-то концерт, где с нашим еврейским центром, в котором я была, центр «Мигдаль», мы принимали участие. Я была солисткой вокального ансамбля, вокально-инструментального. И я там спела, и мне предложили потом, услышав, как я пою, сказали: окей, мы готовы взять тебя без экзаменов, просто пройди формальное прослушивание. И я пришла на это формальное прослушивание, и меня тогда прослушивала совершенно потрясающая женщина, имени которой я не помню. Она выглядела, знаешь, как из белогвардейских фильмов. Она была такая вся вот с таким стержнем внутри, у нее был такой пучок волос, у нее была такая манишка здесь. Вот. Я думала, что она заговорит каким-то таким вот языком, как в кино. Она меня прослушала практически молча, потом сказала: деточка, знаешь, сразу флёровать, это деточка, у тебя очень интересный природный эстрадный вокал. Мы, конечно, научим тебя петь академически, но вот это то, что у тебя есть, мы тебе поломаем. Скажи, оно тебе надо? И тогда я поняла, что не надо. Вот. И на этом окончательно распрощалась с музыкальным образованием. Потому что я пыталась, я училась на скрипке играть. Ну, ребенку с СДВГ, да, как бы куда? Но в мое время СДВГ же не было. Да. В мое время было плохое воспитание и лень. Да. Вот, а ребенку с СДВГ часами пиликать на скрипке, ты же понимаешь, да, как бы это было очень сложно, очень тяжело. Вот. И на фортепиано я играла, это был профилирующий инструмент. Но у меня была преподавательница, которая нашла ко мне подход. Она приносила мне какие-то совершенно непрограммные вещи между программами, какие-то старые ноты своей бабушки, заламинированные, пожелтевшие странички, вот такие вот. И это мне было интересно. А потом она ушла в декрет. Ее сменила другая преподавательница, и интерес к музыке я потеряла, к занятиям. Да. Потому что она учила меня по стандартной программе. Тебе нужно было что-то, что зацепится. Да, потому что при вот этой фигне, этом сраном, простите, СДВГ, ты легко можешь заниматься только тем, что вызывает у тебя интерес. Вся остальная рутина, к которой тебе нужно готовиться и заставлять себя делать, это очень много сил для того, чтобы сконцентрироваться. А вот то, что тебе нравится, то, что вызывает у тебя интерес и отклик, на это концентрироваться намного проще. Поэтому так вот закончилась моя история с музыкой, к сожалению. Тогда, к сожалению, действительно никто эти диагнозы не ставил, и, соответственно, особого подхода к детям, к ученикам никто не делал. К сожалению, да. Я сейчас чувствую нехватку этого музыкального образования периодически, потому что я работаю с классными музыкантами, и иногда я даже просто не могу объяснить им, что я хочу, потому что я не знаю. Да. Ни теории музыки, ни с листа читать, да, я на пальцах объясняю. Мое счастье, что я работаю с такими музыкантами, которые понимают, что я от них хочу на пальцах. Понимаешь? Мы теми метафорами, которыми я пытаюсь объяснять. Слава богу, они это понимают. Такой сумасшедший гений. Да, такой лохматый и восторженный. Ну, повезло, да? Повезло, что люди меня понимают. Но вот эта нехватка, она, конечно, очень ощущается. Ну и с этим можно справиться. Но у каждой болезни свой срок. Пока кризис минует, успеваешь раз 200 сгореть, и лишь забрежет надежда, как память тут же спускает курок. И становится жаль, что нельзя от любви умереть, и все, что мне остается, громко молчать. Ты же еще и пишешь стихи, ты еще и рисуешь. Чем ты сейчас занимаешься вот в плане творчества? Я знаю, что ты поешь, концерты проходят. Рисуешь ли ты, продолжаешь ли ты писать стихи? Ты знаешь, рисую, да. Рисую, да, но это тоже сейчас такой процесс, когда нужно зашкварник себе взять и посадить за стол, и тогда я рисую. То есть тебе нужно особое настроение, вдохновение, муза? Даже не в этом дело. Дело в том, что был период, вот этот последний затяжной, последние 3 года, когда все творчество, оно сконцентрировалось в какой-то одной точке войны, точке боли.
И мне так не хотелось это плодить. Это, с одной стороны, я понимала, что это единственный выход, который я могу этому дать. Написать стихи поэтому, потому что они складываются в голове. Или нарисовать какую-то картинку, даже мои абстрактные, графические, но там все равно будет это сквозить. И мне так не хотелось это плодить. Со страшной силой я один раз не выдержала за это время. Я написала песню, которая называется «Разрешено к публикации». Я 2 раза ее на концертах спела, и я поняла, что я не могу. Я рыдаю, когда я ее пою, я слышу, как у меня всхлипывает барабанщик за спиной, да, как бы. Это очень тяжело. И я сама для себя решила, что я не хочу это плодить. В себе внутри я это помню. Дальше потомкам я могу об этом рассказать, если надо будет. Так как я это помню, естественно, там, субъективно. Но писать об этом стихи не хочу, рисовать на эту тему не хочу. Вот просто не хочу. А из-за того, что это было в основном то, в чем мы жили, ничего другого просто не приходило в голову. Поэтому я достаточно давно ничего не писала, но вот за последнее время у меня вдруг опять начал потихонечку этот фонтанчик открываться, и появилось несколько новых песен, которые вот сейчас в работе. Я очень надеюсь, что в скором времени они войдут уже в программу концертов. Они, скажем, более личные, скажем, часть шутливые. Я люблю так иногда посмеяться сама над собой, не оставляя шанса другим это сделать, чтобы они дали им возможность посмеяться надо мной вместе со мной. Вот, да, и как бы поводов хоть отбавляй. Всегда найдется кто-то, кому что-то не нравится. Но поскольку это нравится мне, то я могу на этом, да, сделать какую-то вот такую вот коллаборацию. Я вам расскажу, что во мне плохо, а вы со мной посмеетесь, да, над этим. Да, вот, Я сейчас вспомнила этот момент, когда не могу не вспомнить рестарт. Сейчас не могу не позволить себе упомянуть рестарт, что, собственно, в твоей жизни имеет немалую роль. Конечно. Весь этот период. Стих. Мне казалось, я тебя вырвала. Да, но ты пустил метастазы. И я зубами от боли вгрызаюсь в стену. Ой! Да, но это был такой период. Это был тогда очень тяжелый момент, когда писалось это стихотворение, что действительно я по-другому не могла это, ну, описать. Только вот через вот такие вот ассоциации, что там ты пустил метастазы, да, оказалось забвение ремиссии, я же надеялась на исцеление. Мне казалось, что можно убить любовь одним лишь ударом сразу. Оказалось, нельзя. Представляешь мое удивление? Да, да. Как же мне везет, я дважды слышу это вот так. Я даже, знаешь, к сожалению, я не могу это слышать у меня на мокром месте. Я даже месте. не всегда помню это наизусть, но в какой-то момент оно приходит. У меня есть видео. Там, где я это читаю. Мне казалось, я тебя вырвала, но ты пустил метастазы. Оказалось, забвение ремиссии, я же надеялась на излечение. Мне казалось, что можно убить любовь одним лишь ударом, сразу. Казалось, нельзя. Представляешь мое удивление? Мне казалось, я сильная, я могу себя отформатировать, файлы памяти потереть и очистить свой жесткий диск. Но случилось так, что любовь смогла тебя так в меня проинсталлировать, что крутись, не крутись, и разбились старания миллионами брызг. Ты наркотик мой, я в разлуке от боли вгрызаюсь в стены, вою ночью, как волк на луну, а утром улыбку натягиваю сквозь стон и впускаю тебя в себя. Ты как морфий бежишь по венам, мой невзятый рубеж, бесконечный кошмарный сон. Я помню, ты записывала одно из моих стихотворений. Да, я читала твои стихи, да. «Бесконечно любимый родной человек», да. Я очень люблю такие стихи. Это... Вот, да. Это звездное небо над моей головой. Это ночь и созвездий мерцающих бег. Я когда-то мечтала делить их с тобой, бесконечно любимый, чужой человек. Это море, что берег целует волной и прощается с каждой волной навек. Я когда-то мечтала делить их с тобой, бесконечно любимый, чужой человек. Небо синь, облака над моей головой и рассветного солнца неспешный разбег. Я когда-то мечтала делить их с тобой, бесконечно любимый, чужой человек. Я не буду рыдать над несбывшимся сном. Я не знаю, когда, но найду в себе силы
А пока ты останешься в сердце моем, бесконечно чужим, бесконечно любимым. Эх, Ну вот сейчас тфу-тфу-тфу, скажем так, надеюсь, ничего не произойдет такого, что опять перекроет этот фонтан. Оно начинает возвращаться, рифмы начинают складываться и на другие темы, не только о войне и боли. Опять же, боль бывает разная, да, как бы есть боль, про которую я готова писать, а есть боль, про которую не готова писать, потому что есть боль, про которую получается красиво, а есть боль, про которую получается больно. А плодить боль мне не хочется, вот скажем так. давай про веселое и про рестарт. Давай, Когда туда нырнем? давай туда, давай. Мне кажется, что это было весело. Это офигенное время было. На самом деле, я до сих пор с огромной теплотой и благодарностью вспоминаю этот период. Я тогда столько о себе нового узнала, на что я способна, что я могу, как я могу концентрироваться на чем-то, когда есть правильная мотивация. Но когда тебя нет рядом, ничего не работает, как видишь, да, все вернулось на круги своя. Видимо, жить мне с этим и дальше. Вот. Но рестарт это было, конечно. Я на самом деле, когда шла туда, я понимала, что я веду себя очень нечестно по отношению. Даже когда на аудишн шла, я понимала, что я веду себя очень нечестно по отношению к остальным участникам, потому что понятное дело, что мое нахождение в проекте, оно было выгодно тебе со всех сторон. Да, как бы, и потому что я тогда уже была медийным лицом, плюс у тебя были ко мне такие, да, ты меня слушала по радио. Тогда все так и говорили, что Да. ну Голицыну возьмут, Вот. что там вне Да. конкурса. Ну, как бы, но я поехала на аудишн, я не стала Конечно, писать тебе, прошла, типа... по-моему, два этапа у тебя. Да, да. Но я как бы понимала, Рестарт, проект преображения, да, мы расскажем, что это Да. трехмесячный ежедневный проект, в котором каждый день нужно было присутствовать. приезжать на тренировки, правильное питание, под наблюдением диетолога. тренера, да. диетологи, психологи, стилисты, все работали с группой людей. Да, и за 3 месяца был И это был просто совершенно рестарт. потрясающий проект. Я очень многому тогда научилась. Во-первых, познакомилась с кучей разных людей, да, как бы с некоторыми мы остались общаться до сих пор. Увидела себя в зеркало по-другому тогда. Там еще был такой очень важный момент. Ты не только увидела себя в зеркало, ты показала себя практически без одежды, будучи медийным лицом на всю страну. Да. Тогда Я же это свою большую пузень, которая и всё со уменьшалась всех сторон. постепенно. Да, я показала себя, выставила это в социальные сети, что для меня вообще очень такой серьезный шаг, потому что, мало кто знает, ладно, я скажу об этом вслух, я обычно говорю это за кадром, мало кто знает, насколько я закомплексованный и неуверенный в себе человек. Всегда была и до сих пор на каком-то уровне еще осталась. в это сложно поверить. В это сложно поверить, но, видимо, с этого началось мое актерское мастерство. Потому что я очень стесняюсь себя, когда я набираю вес. Мне всегда кажется, что я выгляжу хуже, чем могла бы. У меня изначальный внутренний конфликт между тем, как я ощущаю себя внутри, и то, что я вижу в зеркале. При этом я понимаю, что я даже причины своего лишнего веса знаю, но не всегда могу с собой совладать самостоятельно, чтобы от них избавиться. Да? Как бы чисто психологические, защитные какие-то факторы, психосоматические. Все это понимаю. Башка работает, слава богу. Я только выгляжу так, я вообще умная на самом деле. Вот. Но при этом я не могу, у меня не получается, не всегда получается со всем этим справиться самостоятельно по разным причинам. И да, и у меня комплекс самозванца, и синдром самозванца. Да? И мне все время кажется, что куда ты лезешь, всегда есть люди талантливее тебя. Интереснее, умнее, более знающие. Да чё ты лезешь в это? И все равно продолжаю лезть. Видимо, себе что-то доказываю каждый раз. И я обычно это никогда не рассказываю, что как я волнуюсь перед каждым эфиром, перед каждым концертом. Иногда до рвоты. Просто. Потому что у меня панические атаки. Потому что, куда ты лезешь, да? Посмотри, сколько талантливых людей вокруг тебя. Ты там зачем? Да и каждый раз зашкварник себя из этого вытаскиваешь, выходишь на сцену, и что-то переключается, и вот ты уже вот такая вот все, я ею питаюсь, вот этот энергообмен, который ты отдаешь людям, и они тебе возвращают. Это наркотик такой своеобразный, да? Но я вот спускаюсь со сцены, и к следующей сцене, несмотря на овации, несмотря на комплименты, я буду точно так же, извините, блевать в туалете от ужаса,
до момента, как я выйду. Перед каждым эфиром, несмотря на то, что я уже 20 лет этим занимаюсь, я очень волнуюсь, что сейчас ты откроешь рот и ляпнешь какую-то глупость. А люди посмотрят и скажут, ну кто вот ей доверил микрофон, ну есть же умные люди. Да, при этом я умею абстрагироваться от чужого мнения, но это все живет одновременно. Оно живет одновременно внутри одной меня. Это действительно, в это сложно поверить, потому что твое, ну, как ты сказала, началось актерское мастерство, да, с этого момента. Актриса ты, конечно, шикарная тогда, потому что ты все, что ты делаешь, это все настолько уверенно и легко. Просто я-то слежу за тобой, я слежу за тобой везде. Я, кстати, недавно написала, да, где ты? Там ты, Там да. и я. То есть неважно, где находится локация, в каком месте ты работаешь, начиная от «Из душа в душу», Первого радио, там я, собственно, подсела на тебя и заканчивая вот сегодняшним днем. Нигде не чувствуется какого-то вот такого замешательства ни на сцене, ни на работе, ни при личном общении. Кстати, что касается вот стиля, да, внешнего вида, стиля, то, как ты преподносишь себя, считается, что, ну, умными там людьми, психологами, анализирующими людей, считается, что человек, так как он, например, одевается, вот что-то можно прочесть про него, да, так он себя как бы выражает, но зная тебя, тоже такая немножечко неожиданная, может быть, часть тебя, ты очень нежная. Да? Да. Есть такое. Есть, да. Очень много в тебе женственности, просто через край. Я просто действительно знаю тебя близко на уровне вот подруг. Угу. И вот тут проект «Рестарт», 3-месячное ежедневное нахождение, очень близкое тогда еще, очень удивило меня в том плане, что просто татуировок было меньше, а так все было так же. А столько внутри нежности и вот этого розового цвета, что мы ломаем сейчас вот это мнение о том, что человек, как он выглядит, какой стиль он несет, Да. таким он внутри является. Ты совсем другая. Я совсем другая, и эту другую я очень редко кому показываю. По одной простой причине, что, ну, знаешь, обжегшись однажды, да, на молоке ты дуешь на воду. Эту внутреннюю нежность, назовем ее розовость, как угодно назови, эту девочку внутреннюю, ее столько раз пинали с молодых ногтей, потому что я всегда была крупная, я всегда была высокая, все мои подружки были микроволновками, да, как бы, вот. Да. Включая тебя. Я даже сутулиться начала только из-за того, что пока до этих ушек докричишься, да, вот туда вот, а мобильники же не сразу появились, вот, да, ну, чтобы как бы, ну, я все время пыталась, я всегда боялась быть одна. Я всегда боялась одиночества. И ради того, чтобы не быть одной, я была готова подстраиваться под что угодно. При этом даже не осознавая, что даже в этой ситуации я все равно остаюсь одна. Потому что я все равно не могу быть до конца самой собой. Потому что я все время боюсь этого. Потому что как только я пыталась показать, что какая я есть, я сразу оставалась как бы без единомышленников, потому что они были другими, а времени тогда я себе не давала найти людей, которые похожи на меня, которые будут думать, как я, которые будут чувствовать, как я. Но мне не хотелось быть одной. Я, с одной стороны, умею быть лидером, а с другой стороны, я командный игрок. Да? Мне нужна свита, которая будет мною восхищаться, кто-то, кто будет меня поддерживать при этом. Да? Я же лев, ну как бы, мне же нужен прайд. Ну как так-то? И я так много себя прятала внутри себя, не показывая, какая я есть на самом деле, что в конечном итоге я сама стала этим человеком. Вот эта маска, которую я носила, я по большей части с ней срослась. И вот эта вот грубость, матерость, мужиковатость, может быть, где-то. У меня достаточно и мужской энергии тоже. Я просто выпустила ее на передний план. И рьяно уже очень-очень много лет я эту девочку защищаю. К сожалению, я не могу сказать, что когда я стала мудрее, старше, взрослее и начала ее выпускать, в нее перестали плевать и ее перестали топтать. Просто на этом этапе она опять уходит на задний план и опять включается вот эта вот защита. А поскольку, когда ты медийное лицо, когда ты появляешься на экране, ты появляешься в радиоэфире, ты появляешься на экране компьютера или телефона сейчас, да, как на Шенкин в Ютубе, всегда же найдется человек, который хочет самоутвердиться за твой счет и плюнуть в тебя.
Просто. Не получилось переплюнуть, значит, надо оплевать. Понимаешь? И оно нет-нет, да и цепляет. И без защиты это воспринимать практически невозможно. Поэтому есть такая вот мощная, сильная, вроде как бы вообще никак не поддающаяся ничему Лера. Но внутри нее живет та Лера, которую я могу показать только тем людям, которым я абсолютно доверяю. Абсолютно доверяю и знаю, что они ее не пнут, они в нее не плюнут, они над ней не посмеются, они ее не обидят. Потому что там такой аленький цветочек внутри живет, что мало кто поверит. И я его сомневаюсь, что я когда-то смогу вот снять всю эту броню и показать, вот такая я есть. При этом этой девочке в розовом совершенно ничего не помешает, да, как бы не набить очередную татуировку, не сделать готический макияж или не надеть готические ботинки, да, и выйти в черепах. Оно вообще не имеет никакого к этому отношения. Но это часть доспеха. Эта часть доспеха, так оно очень гармонично все вместе воспринимается. А то, что там живет как бы розовый пони, ну, это как бы это для совершенно другой категории людей, для очень маленького и очень близкого круга людей, которым я могу показать, что там внутри есть девочка, которая умеет плакать, которая любит носить бантики, которая любит слушать песни про любовь и плакать под них, да, в общем-то, или которая пишет такие вот... «Седая девочка в пижамке», да, то есть у меня есть стихотворение, там «Седая девочка в пижамке», то есть я уже взрослая, но я все еще девочка в пижамке, потому что она не нагулялась, эта девочка в пижамке, поэтому она периодически выходит, так оглядывается, люди делают: «Бля, что это? Как бы, кто ты? Верни нам Леру», да, люди не привыкли к этому. Они не знают, что с этим делать. В смысле, по плечу не хлопнешь, да, не сказать. Матом не заругаешься рядом, потому что вдруг что-то такое вот. Поэтому она живет тихо там внутри и очень редко вылазит куда-то. Вот я вот так вот в разговорах с разными людьми иногда тут-там говорила, что вы совсем не знаете настоящую Леру. То есть людям действительно за татуировками, за стилем, за одеждой, за очками постоянными, яркими прическами и вот этим вот образом вам очень много чего не видно. Вы ее совсем-совсем не знаете. Ты знаешь, к счастью, у меня в окружении появляются люди настолько мудрые и видящие, что они видят за всем этим, да, фасадом, они видят, что там внутри, и ведут себя соответственно. Я очень благодарна им за то, что они такие есть, и они знают, что я девочка-девочка на самом деле. Что обидеть меня, я просто вида не подам. Знаешь, я не злопамятная, просто злая, и память у меня хорошая. Просто с возрастом ты понимаешь, что обижаться на этих людей не имеет никакого смысла, ты просто выбираешь с ними больше по одной дороге не ходить, вот и все. Но сделать больно на раз, два, три я просто не покажу этого. И не скажу этого. И вгрызаться в горло я перестала. Да, я просто, ухожу своей дорогой. Просто ухожу своей дорогой, и спасибо за очередную точку роста. Да, то есть, когда ты вдруг что-то осознал, что-то понял, или выбрал себя, или перешагнул через что-то, или что-то новое в себе открыл, потому что, все же не просто так происходит. Поэтому я, научилась со временем, это огромная работа, да, как бы не упиваться этой обидой, не хранить ее в себе, а использовать ее как зону роста. И это очень, как бы, это то, за что я сама себя могу похвалить, да, как бы, то, за что я собой горжусь. Я так дернулась, потому что у меня здесь петличка, да. Микрофон, да. Да, микрофон, и сразу, знаешь, как бы, профессионализм заработал, да, как бы, сейчас меня прибьют за это, да, как бы. То есть скажи мне, вот эта реакция твоя на хейт, то, что ты коллекцию собираешь, это, кстати, очень смешно. И я могу сказать тебе, что и здесь я тобой восхищаюсь, потому что ты превратила это в такую рубрику, от которой вот я лично тот самый зритель, который хохочет от этого и от твоего умения это преподнести. Я же за это от Фейсбука получила страйк, да, как бы очень долго не могла свой аккаунт от него очистить, чтобы я могла себе как дальше нормально функционировать. Да, то есть я поставила, как захейтили меня, и меня же за это блоканули, да, как бы это забавная история такая, поэтому я перестала эту коллекцию выставлять. Это тоже игра? Это твоя реакция, то, что ты насмехаешься над всем, это тоже защитная реакция, конечно. Тебя это трогает? Не всегда. Не всегда. Иногда из 100 комментариев вот таких вот хейтерских один может зацепить. Просто попасть в какое-то состояние эмоциональной уязвимости. Так нет. Но иногда бывает, что ты просто в какой-то момент уставший эмоционально, что-то произошло, что-то самое, и вот вдруг открываешь комментарий, сейчас народ будет ржать, когда ты хочешь почитать что-то хорошее, да, где тебя поддерживают, ты нарываешься на вот это. Слава богу, хороших больше. Да, к тем, кому нравится то, что я делаю, те, кто поддерживают то, что я делаю, те, кто могут конструктивно что-то сказать, да, и среди этого
вот в этот момент уязвим, ты вдруг натыкаешься на какую-то хрень. И в такой момент она может зацепить. Но тогда включается именно вот эта история, превратить это в что-то, над чем ты насмехаешься, чтобы не впадать в уныние просто, чтобы не цепляться за это. Потому что мы все психологически чаще больше склоняемся к тем гадостям, которые нам говорят, чем к тому хорошему. Потому что этот синдром самозванца, он присущ всем. Тревожность, она присуща всем, это часть нашей нервной системы. Просто либо мы даем этому силу, либо не даем, либо мы подкармливаем это, либо нет. Поэтому я вот этот твой синдром самозванца, я пытаюсь с ним бороться, да, но если я начну верить во все то, что пишут обо мне, ну, я боюсь, что тогда, ну, просто в петлю, другого варианта нет, ну, сатана as is, просто адское вселенское зло. Я тут умудрилась в 2 секунды времени сразу и жизнь человеку спасти, и тут же вселенским злом стать. Это буквально недавно, во время сирен, когда вот у нас везде ежедневно сирены в центре были, я ехала в автобусе, и автобус остановился на развязке Лагардия, и мы все из автобуса выходим, потому что сирены, и понимаю, ну прятаться здесь, ну негде, ну только лечь на землю. А я на эфир еду. Я еду на эфир уже одетая как бы к эфиру, но мне не очень хочется лежать на земле, и пока я думаю, чем заняться, женщина, находящаяся просто в приступе паники, начинает метаться, что ей негде спрятаться, и вдруг через дорогу видит какую-то бетонную штукенцию, которую она решила, что вот это будет ее защита. И просто, не раздумываясь, ломанулась туда, через дорогу, через едущие машины. То есть я даже не знаю, что направило мою руку в те доли секунд, я просто вытащила ее из-под колес машины. Я говорю, тетя, ты куда? Ты чего? Тут машины едут. Сядь, хочешь, для автобуса сядь. Тоже нельзя, ну пусть эта махина тебя как-то... Ее это немножко отрезвило. А рядом стоят 2 ультраортодокса, которые смотрят на меня в ту же секунду, да, как бы смотрят на меня вот так с ног до головы. Вот это все, говорят они, из-за таких, как ты. Я думаю, блин, вот они 2 стороны одной медали. Здесь я жизнь спасла, а здесь вселенское зло. Ну клево же. Это классно, это дуальность нашего мира. Для кого-то я зло, для кого-то я жизнь спасла. Какая ситуация. Потрясная, скажи. Мощно, да. Я говорю, ну клево, я же не рубль, у меня 2 стороны, да, как бы. Ну, я не могу всем нравиться. Кому-то решка, кому-то орел, да, пожалуйста. Это нормально. Но, опять же, в моей жизни очень мало людей, которые знают меня и с одной стороны, и с другой. Да. Есть те, которые знают с одной, есть те, которые знают с другой. А так, чтобы обе стороны видели, таких людей очень мало. Но ситуации такие, да, которые подтверждают, что мы можем быть какими угодно, но всегда найдется кто-то, кому этому не подходит. Я не знаю, войдет ли это, но мне лично интересно задать этот вопрос. Личная жизнь твоя, которая тоже так или иначе, она на показ. Ну, просто потому что публичный человек, может быть, не там сильно что-то глубоко, но какие-то такие знаковые, как развод, например. У тебя есть 2 сына, есть одна история, свидетелем которой я была, это развод твой с отцом твоих детей. И тогда так сложилось, это был твой выбор, да, так сложилась жизнь, что дети остались с отцом, и меня всегда волновала не сама ситуация, потому что здесь я помню этот момент, и меня волновала ситуация, как они обижают ли тебя общество, даже, может быть, близкие люди, как вообще отреагировали на ту историю? Да, что дети остались с папой? Да. То, что ты решила уйти вот одна. Ты знаешь, по-разному. Круг общения изменился очень после этого. Очень мало людей осталось рядом, кто был готов задать вопрос, Да. почему, и услышать мой ответ, мое объяснение, почему именно так сложилось. Потому что у меня был абсолютно рациональный ответ на этот вопрос. Я не хотела на эмоциональных каких-то флюидах, что я же мать, да, забирать детей у человека, который мог их обеспечить, в абсолютную нищету на тот момент, только потому, что так делают все. Да. Я была не готова тянуть детей и вешать и их, и себя на шею своему бывшему мужу, сдирая с него алименты по максимуму, потому что иначе я бы не справилась. Потому что я в тот момент была без работы. У меня заканчивалось пособие по безработице. Я не знала, как я себя буду кормить. И забирать в это 2 детей... Да, я помню это время. Как бы я сочла для себя неправильным. Я в тот момент думала о детях. Далеко я не делась. Я всегда была на расстоянии вытянутой руки.
Я до сих пор осталась с ними на расстоянии вытянутой руки. Я всегда у них была. То, что мы не жили под одной крышей, или то, что мы не живем под одной крышей, не помешало выстроить мне с ними совершенно потрясающие отношения. Совершенно потрясающие отношения. Сколько им было, когда это Когда произошло? это было 10 лет назад, одному 10, другому 7. То есть они не были прям младенцами. Да. Одному 10, другому 7, и я всегда была рядом. Я всегда была рядом. Но в тот момент я сделала выбор в их пользу. Потому что, во-первых, я оставила их не чужому человеку, это их отец. И я всегда считала его лучшим отцом из всех возможных, независимо от того, что происходит между нами. И он мог обеспечить их. Он просто мог их обеспечить. Я точно знала, что у них будет крыша над головой, у них будут обеспечены их базовые потребности, которые я в тот момент обеспечить была не готова. И только потому, что кто-то решил, Что должно быть что по-другому. должно быть по-другому, я не хотела рисковать благополучием собственных детей. И люди, которые, выслушав мои аргументы, поняли, что я имела в виду, и что это было продиктовано исключительно заботой о детях, поверьте мне, это не самое простое решение в моей жизни. Это не вот так это пришло. Это очень сложно и очень тяжело, потому что я обожаю своих пацанов. И это Только- решение давалось очень непросто, и я его приняла в пользу своих детей. Поэтому, когда люди, которые не смогли меня понять, люди, которые ходили, рассказывали вокруг, лили на меня ушаты дерьма по поводу того, что я хреновая мать и бросила своих детей, ну, спросите у моих детей, какая я мать. Просто у них спросите, какая я мать. Когда мой сын звонит мне из армии: «Здравствуй, здравствуй, женщина, подарившая мне лучшую жизнь», это дорогого стоит. Когда мой младший сын-подросток в минуты, когда ему хочется душевных разговоров, приходит ко мне, выбирает меня, значит, я все сделала правильно. Ну, представь себе, да, 15-16 лет чуваку, он говорит: мне хочется по душам поболтать. Мам, можно я зайду? Посидим по душам. Да ежику сейчас сколько? 17 будет, Ох. да. Ежику будет, вот, сатанинскому ежику моему. будет Ежик, 17 лет ты будет. приводила его с собой на тренировки, я помню. Он сидел в уголочке, играл в мяч. Это было такое вот. Это был совсем. Да, крохотуся был такой вот, да. Да. А сейчас это крохотуся уже почти на голову выше И меня тоже ростом. скоро в Да. армию. И тоже скоро в армию, да. Да. Поэтому по поводу детей спросите у моих детей, какая я мать. Это единственный индикатор для меня. Только то, что они обо мне думают, какая я мать. Я до сих пор, что такого, да, до сих пор, не всегда. Но в последнее время все чаще я обращаю внимание на то, что: ёперный городовой, ты выжила, ты до сих пор как-то еще функционируешь, ты что-то продолжаешь делать, тебе страшно, что капец. Просто ужасно страшно каждый раз выходить на сцену, выходить в эфир, садиться перед камерой. Даже сейчас, да, как бы я сижу, и где-то там вот внутри крутится эта вот злосчастная мысль: ну что ты вот это вот начинаешь? Есть же куча людей с более серьезными историями, с более трагичными историями. А с другой стороны, может быть, есть кто-то, кому эта история поможет, что с депрессией можно жить, что из нее можно выбираться. Даже если ты после этого потом живешь на антидепрессантах, но, по крайней мере, ты живешь. Ты не овощ без чувств, без эмоций и с желанием выйти в окно. Ты можешь продолжать заниматься любимым делом, даже когда тебе страшно. Что можно найти в себе эту опору, даже когда ты... Сейчас только, знаешь, какие-то вещи приходят, что ты находишь в себе опору, даже когда тебе кажется, что там пусто и ничего нет. Что из позиции боли, из позиции слабости можно сделать инструмент для саморазвития. То есть то, что я могу сейчас спокойно говорить: да, у меня СДВГ, да, у меня синдром самозванца, да, у меня куча комплексов, но я при этом продолжаю чего-то делать. Это говорит только о том, что то, что я наработала за последние, скажем, 10 лет, это как раз вот после развода. Это началось становление, что все-таки мой личный уровень внутренней осознанности, он очень вырос. И вырос он исключительно благодаря мне. Это моя работа, которую я провожу, и эта работа длиной в жизнь. И останавливаться я не собираюсь. Сейчас у меня очередной виток, да, переосмысления, осознания. И я опять могу себя за него поблагодарить, что я до сих пор вменяема в определенных обстоятельствах, я до сих пор адекватна, я вменяема, я могу общаться с миром, я от него не закрылась. Я до сих пор наполнена тем, чем я могу с этим миром поделиться.
несмотря ни на что. И, конечно же, я себе за это благодарна. Я все-таки еще не до конца осознаю, насколько это круто, да, потому что мне об этом многие говорят, но я еще не осознаю, насколько это круто. Может быть, когда-нибудь осознаю. Но я понимаю, что это непросто. Это то, что я понимаю на 100%, что, например, какие-то вещи, которые для любого другого человека, они обыденные и нормальные, для меня это очень тяжелые штуки. Они от меня требуют гораздо большего количества сил. Даже просто выйти из дома. Даже просто иногда начать с кем-то разговаривать. Даже просто познакомиться с новым человеком. Для кого-то это в порядке вещей, а для меня это серьезная внутренняя подготовка с большой затратой внутреннего ресурса. Но тем не менее я это делаю. Все равно делаю. Потому что люблю учиться, потому что хочу контактировать с миром, потому что мне для этого тело дано. Это мой единственный инструмент общения с миром. Да? Как бы, чего же его прятать-то? Какое бы ни было, какой есть инструмент, такой есть. Да? Вот им я и общаюсь. И я каждый раз узнаю что-то новое. И за это я благодарю и себя, за то, что я это позволяю делать, и то, что там сверху мне это присылает. Потому что можно дать себе время погоревать, можно поныть, как бы это нормально. Все мы люди, никто не железный, и я тоже не железный человек. И я ною, и я плачу, и мне бывает больно. Но у меня есть инструменты с этим справляться, и я ими пользуюсь. Я даю себе какое-то время побыть. Но потом все, как говорит Дэдпул, яйца в кулак и вперед. А они у меня титановые. Так получилось. Потому что иначе внутреннюю девочку не защитишь. Вот одно дело просто болтать, да, иметь много общих историй, ситуаций, гулять и так далее. Другое дело вот так вот один на один слушать и как-то чуть-чуть больше, может быть, даже узнавать, да, какие-то вещи. Я очень рада, что я вижу эту розовую пижамку. Я другого не вижу. И я очень часто вспоминаю тебя, беру с тебя пример. Я тогда тебе тоже должна сказать, что мы с тобой, когда познакомились, я шла навстречу не с тренером и человеком, который запускает проект «Рестарт», я шла навстречу с человеком, которым я восхищалась. Ты была моим героем, потому что наша общая знакомая с тобой, когда мне о тебе рассказывала, я была в абсолютном восхищении о твоем пути, как ты стала фитнес-тренером, да, как бы что ты прошла, чтобы, да, я была в абсолютном восхищении. И когда вот, например, я, точно знаю, что в комментарии под этим видео придут люди, которые расскажут, что мы с тобой делаем татуировки, потому что у нас психические заболевания или потому что нам выделиться больше нечем. Да, вот эти комментарии, на которые, знаешь, это те, которые... Ты получишь больше комментариев. Да, у меня татуировок больше. И это еще не все видно. Вот. Это те комментарии, на которые я никогда не реагирую. Не реагирую, потому что я считаю ниже своего достоинства объяснить людям, тут как бы, серьезно? Это мне больше нечем выделиться? Вот серьезно? Чувак или чувика, это мне-то больше нечем выделиться? И знаешь, в такие моменты вдруг, а почему ты не жмешь сама вот по этому принципу, да? Ну ты же точно знаешь, что тебе есть, что твои татуировки, это вообще никак не выделение. Вообще это моя карта памяти, да, как бы там все события важные, которые нужные, которые я хочу помнить, которые остались в моей жизни. Даже если их уже не существует, этих людей в моей жизни, да, в честь которых бьются те или иные татуировки. Твоя история. Они моя история, они часть меня, они то, что меня такой сделало. И вот приходит какой-то вот такой вот чмо в комментарии, начинает тебе рассказывать, что ты делаешь татуировки, потому что тебе больше выделиться нечем. Серьезно? Ну ладно. А почему тогда интервью берут у меня, а не у тебя, да? Как бы, а ты там злопыхаешь и желчью брызжешь. И тогда вот во мне вот это вот просыпается, да, не розовая девочка. Розовая девочка сидит такой, ну как я ему буду сейчас объяснить, ну зачем, может ему плохо сейчас, да, ну хороший человек же, когда ему хорошо, и он счастлив, он же такого говна не напишет, да. А вот вторая говорит, если написал, то пусть будет готов к ответу, да, и молчу, все равно ничего не говорю на эту тему, потому что я знаю, что мне... Вот сотри с меня все. Да, сотри с меня все это, покрась меня в белый цвет, а я, если когда блондинка, я вообще, меня нет, я стираюсь. Да, как бы. У меня есть парочку фотографий с белой челкой. Белая челка – это был кусочек, а если меня полностью в блондинку выкрасить, у меня была одна фотография, я никому никогда не показывала, я сейчас ее потеряла, слава богу, но мне для того, чтобы было видно, меня вообще заметили, нужно было делать боевой раскрас ирокеза на тропе войны. Вот, иначе, реально теряюсь, потому что кожа бледная. И то меня будет видно издалека. Да. И то я зайду в помещение, меня тут же увидят. Я открою рот, меня начнут слушать. И, как много хорошего я сейчас о себе говорю. Но это бывает очень редко, на самом деле. Ловите момент. Ё-моё, реально эксклюзив. Понимаешь? Я тоже осознаю это, когда мне пишут, что выделиться нечем. Да пошли вы в жопу. Реально. Я такая, как есть. Не нравится – не ешьте. Все.
Нравится? Берите пример. Не нравится? Идите мимо, ищите себе своих других людей, которые вам чем-то помогут. А за мой счет вливать в меня свое, я готова с вами поговорить один на один. Придите, скажите, мне плохо, мне нужно с кем-то поговорить. И я с удовольствием уделю вам время. А вот таким вот образом сливать свое неудовлетворение, свой жизненный дискомфорт, свои зависти, невозможность быть свободным так, как тебе хочется, вот так вот, ну, это говорит больше о вас, чем обо мне. Вот, собственно, вот это мое отношение к хейтерам. Так, да? Это шикарный финал. Ты посмотри у меня. Я очень тебя люблю, я очень тебя люблю. Говорят, время лечит долго, беспощадно и без наркоза. От такого лечения воешь в одиночестве серых дней. И хотелось бы излечиться, да болит все еще заноза, и кровит, и терзает память, и зовет, и стремится к тебе. И все, что мне остается, громко молчать, молча кричать, сердцем стучать, пробиваясь сквозь стены. Ты моя кровь, моя сука, любовь, под кожей моей ты наркотик по венам. Говорят, время лечит долго, но у каждой болезни свой срок. Пока кризис минует, успеваешь расцвесть и сгореть, и лишь забрешет надежда, как память тут же спускает курок. И становится жаль, что нельзя от любви умереть. И все, что мне остается, громко молчать, молча кричать, сердцем стучать, пробиваясь сквозь стены. Ты моя кровь, моя сука, любовь, под кожей моей ты наркотик по венам. Громко молчать, молча кричать, сердцем стучать, пробиваясь сквозь стены. Ты моя кровь, моя сука, любовь, под кожей моей ты наркотик по венам. Громко молчать, молча кричать, сердцем стучать, пробиваясь сквозь стены. Ты моя кровь, моя сука, любовь, под кожей моей ты наркотик.